Всем привет, друзья! У меня сегодня для вас 4-й рецепт Наполеона. Все рецепты очень удачные, тортики невероятно вкусные. А вот этот вот рецепт – любимый торт моего мужа. Он считает, что это самый правильный Наполеон. И многие, кто его пробовал в нашей семье, говорят одну и ту же фразу: это самый вкусный Наполеон в моей жизни. Давайте готовить. Сначала приготовим тесто. Для теста мне понадобится 800 грамм муки. Муку заранее просеяла. Добавляю сюда чайную ложку соли без верха. Чайную ложку 9% уксуса. «250 грамм холодного масла». Масло положила на полчаса в морозилку. Натираю на терке. Старайтесь это делать очень быстро, чтобы масло не успевало растаять. И вот теперь вот масло нужно будет перетереть с мукой в крошку. Разминаю легонько так, чтобы масло не успевало растаять. Теперь в центре делаю углубление. Добавляю сюда одно яйцо. Беру охлажденное пиво. Для теста понадобится 250 миллилитров. В этом рецепте желательно использовать пиво светлых сортов. Замешиваю тесто. Долго тесто перемешивать не нужно, его нужно собрать быстро в единый комок. На замес теста ушло где-то около 2 минут. Вот посмотрите, какое оно у нас получилось. Неоднородное, очень густое и не липнущее. Тесто нужно будет отправить в холод. Я отправлю в холодильник приблизительно на 1 час. Для того, чтобы тесто сверху не заветрилось, не подсохло, накрою его пищевой пленкой. Пока отдыхает и подмораживается тесто, в холодильнике приготовим крем. Крем будет заварной. Для крема мне понадобится 10 столовых ложек сахара, 110 грамм
кукурузного крахмала. Можно использовать картофельный крахмал, но с кукурузным крахмалом мне нравится больше. Также заварные крема можно заваривать мукой. Но я всегда использую кукурузный. Добавляю сюда щепотку соли, где-то пол чайной ложки с горочкой. Все хорошо перемешиваем. Сухие продукты должны хорошенько соединиться. Добавляю сюда чайную ложку ванильного экстракта. В этом креме можно использовать другую ароматику, к примеру, кардамон. Тоже очень хорошо сочетается. 397 грамм сгущенки. Пять желтков. Все хорошо перемешиваю. Все хорошенько соединилось. Теперь добавляю сюда 600 миллилитров жирных сливок. Сливки холодные. Мешаем. Дополню все это молоком 800 миллилитров. Молоко жирное 3,8. Получается вот такая жидкая смесь. И для того, чтобы крем был однородный и в нем не было ни единого комочка, я его процежу. Я всегда процеживаю заварные крема перед варкой. Ставлю на плиту. Для приготовления крема рекомендую выбирать толстостенную посуду. Крем постоянно помешивать при варке. Как только крем достигает 70 градусов, он начинает очень быстро завариваться. Крем начинает уже потихоньку завариваться. Я сейчас возьму лопатку погрубее, чтобы водить по стенкам посуды, чтобы крем не подгорал, иначе вкус крема будет испорчен.
Как я уже и говорила на моем канале, 4 рецепта Наполеонов. И все они разные, но их объединяет одно, этот неповторимый и незабываемый вкус. Вкус детства, радости. Может быть, для многих этот процесс покажется трудоемким, но поверьте, этот тортик приготовить сможет даже начинающий кондитер. Крем после закипания провариваю около 3 минут при постоянном помешивании. Крем готов. Готовому крему нужно будет дать хорошенько остыть. Для того, чтобы крем во время остывания не покрылся сверху корочкой, его нужно будет прикрыть пищевой пленкой в контакт с кремом. А теперь приготовим основу для торта – коржи. Тесто хорошенько охладилось, отлежалось. Беру небольшой кусочек теста. Тесто буду раскатывать на пекарской бумаге. Работать с ним одно удовольствие, оно не липнет. Сильно старайтесь тесто не забивать мукой, иначе коржики получатся невкусные. Немножко так сверху припыляйте. Раскатываю очень тоненько, так, чтобы просвечивалась пекарская бумага. Чем тоньше раскатаете, тем вкуснее получится торт. Прожаренные, пропеченные хорошо коржики, они получаются хрустящие, если не дать тортику настояться. Если вам нравятся хрустящие торты. А если вы толсто раскатаете, то торт хрустящим не получится. Я приготовила прямоугольник, я сама его вырезала из пластика. Можете также использовать толстый картон. Размер прямоугольника 26 на 23. Делаем проколы. Я это делаю для того, чтобы корж равномерно пропекался и не пузырился.
Выпекать буду в заранее разогретой духовке на 180 градусов. Вот, посмотрите, какой коржик у нас получился. Очень красивый цвет. И вот таким вот образом буду поступать, пока не перепеку все коржи. Вот, посмотрите, какая стопка коржей у нас получилась. У меня допекается последний 14-й корж. 2 коржа я буду использовать для обсыпки торта. Крем изначально остужала при комнатной температуре, а потом отправила его в холодильник. Теперь крем нужно будет взбить со сливочным маслом. Масло и крем должны быть одной температуры. В рецепте понадобится 250 грамм. Если вы не любите жирные крема, можете добавить 150-200 грамм сливочного масла. Сразу все масло отправляю в крем и взбиваю. Взбивала где-то около 2 минут. В приготовленный крем добавлю стопочку рома. Если этот тортик будут кушать дети, этот момент можете пропустить. Вот такой однородный, эластичный, блестящий крем у нас должен получиться. Крем очень нежный. Тортик буду собирать на плоском блюде. На блюдо наношу небольшое количество крема. Я это делаю для того, чтобы тортик плотно держался. Наношу крем. Крема не жалейте. Тортик по составу должен быть очень сочный. Укладываю следующий корж. И во время нанесения крема старайтесь коржи немножко придавливать друг к другу. Не бойтесь придавливать, если даже коржи поломаются, это не страшно, крем их скрепит. А вот и подоспел последний коржик,
которым мы будем обсыпать тортик. Очень румяный, воздушный, легкий, невесомый. И еще раз хочу уделить внимание раскатке коржей. Коржи должны быть раскатаны максимально тонко. Тогда коржик очень хорошо пропитывается кремом, ароматами. Все очень быстро соединяется. Получается просто божественный вкус. Вот, видите, вот так вот не бойтесь, надавливайте. Правильно приготовленное тесто, оно хорошо, плотненько ляжет, и с ним не будет никаких проблем. Укладываю последний корж, хорошенько приминаю. И вот сейчас остатки крема нужно будет хорошенько распределить на бока тортика. Из остывшего коржа приготовлю крошку. Можно сделать мелкую, крупную крошку, кому как нравится. Я сегодня просто разомну руками. Можно также подкатать скалочкой, тогда крошка будет очень мелкая. И вот теперь тоненьким слоем наношу сверху и по бокам крошку. Вернее, обсыпаю тортик. Вот так у нас получилось. Теперь тортику нужно будет дать стабилизироваться, охладиться. Я изначально оставляю при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении приблизительно на 2,5-3 часа, а потом отправлю в холодильник. Тортик обязательно накрывайте, иначе он имеет способность в себя впитывать посторонние запахи. Он очень нежный, такой ранимый тортик. Набираемся терпения и увидимся, когда торт уже будет готов к употреблению. Ах, вот совсем забыла, если вы любите хрустящие торты, тогда его не нужно долго пропитывать. 1 час при комнатной температуре и 1 час в холодильнике. И на выходе получится тогда очень хрустящий тортик. Мы будем кушать хорошо пропитанный тортик, мягкий. Торт всю ночь простоял в холодильнике, и давайте теперь вместе посмотрим, какой он получился в разрезе.
Режется очень легко, мягкий. Посмотрите на срезе, очень четко видны все 14 коржей. Торт хорошо пропитался, щедрые порции крема сделали его очень нежным. Обязательно попробуйте приготовить этот пивной Наполеон в моем исполнении, и будет вам радость. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.